Отдохни, ну же, ты же хочешь. О, кто-то пришел. Заходи, заходи, расслабься. Кто же? Вы. Ой, да, мой первый день в роли Абда, а я уже залажал. Убрал не ту комнату, которую просили, черт возьми. Ну ладно, это не самое главное. Главное то, что, внимание, внимание, ребята, наконец-то у нас появляется шанс вернуть свои вещи из самой первой серии. Даже тот самый крутой меч. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы становимся детективами. Да уж, получается какой-то рабский детектив. Ощущение, что это название какой-то книги. Но нет, это моя жизнь. А если серьезно, то народ, внимание. У нас действительно появляется шанс. Шанс вернуть украденные вещи из самой первой серии этого сезона. Нам даже сказали, что начинают ползать слухи, что один из тех моих предметов является одним из огней. Чего? Мне даже интересно, о чем они подумали. Чё, о палочке? Или о шубе? Или о мече? Вот меч как будто самое правдоподобное. Пока что у нас только две зацепки на поиск предметов и грабителей. Первое, это любые слова Буриса. И второе, записка, которую вместе с Бурисом мы обнаружили. У нас с вами была договоренность. Никто не должен был знать про артефакт. Сегодня о нем разговаривали на черном рынке. Вы знаете мои правила. Сделка отменяется. СМ. И вот фиг знает, кто такой СМ. На самом деле, Бурис сказал то, что на черном рынке все друг друга знают. Но даже несмотря на то, что Бурис часто там ошивается, он частый гость на черном рынке, он не знает, кто такой СМ. Какая-то анонимная личность. Но меня интересует другой вопрос. Куда пропали все котики? Ни кошечки, ни котика не обнаружено в радиусе, возможно, километра. Я не понимаю, реально, куда все делись? Ни Акетры, ни Абди, ни женщин, ни Сдерика, я так понимаю, да? Да, и Сдерика нет. Я не понял, это что за кошмар такой, а? Может быть, я что-то не понимаю, у меня есть какие-то задания? Так, уборка провалена. Обидно. Бог Фараон. Надо разузнать о боге Фараоне побольше. Так, а это что? Поиск огня. Синдбад дал мне карту, на которой обозначены какие-то шахтерские острова. Он считает, что там хранится один из огней. И как мне теперь до туда добраться? Хороший вопрос. Мне бы на самом деле понять просто, с кем я могу поговорить. Так, а выйти? О, я даже выйти не могу. У меня это обезьянка в голове, я не понимаю, что делать. Как говорится, если не понимаешь, что делать, иди спать. Доброе утро. Короче, на самом деле у меня уже две серии подряд есть просто отвратительный ног. Лолошка, празднование в честь Монту. What the fuck? Ну вы чего? Сегодня же на площади будет большой праздник. Леди Акетра сказала, что мы можем пойти. Я прошу вас, Лолошка, пойдемте со мной. Я очень боюсь идти туда один. Так. На самом деле я хотел сказать то, что у меня отвратительные новости, и две серии подряд у меня нету дерева. Я не могу даже сундук скрафтить. Но, видимо, это уже не так важно, да? Так, ладно, какие выборы? Ты же вроде был строителем в храме Хетентепа. Сдерик, какое тебе дело до Монту? А ведь и правда. Сдерик, я пойду с тобой, если ты перестанешь обращаться ко мне на «вы». Я теперь такой же Абд, как и ты. Я не верю в богов и не вижу смысла ходить на такие мероприятия. Позови лучше Абди. Ну вот это я точно не нажму, само собой. То есть либо первое, либо второе. Ну давайте сделаем так, чтобы он не говорил со мной на «вы», а на «ты». Чего? Не обращаться на «вы»? То есть вы имеете в виду общаться как друзья, да? Ха, я с огромным удовольствием. А вы тогда... То есть ты, Лолошка, ты голоден? Ладно, не отвечай. Сейчас. Вот, возьми. Сам сделал. Сделал нам перекусить. А теперь пойдем, прошу, умоляю. А то пропустим все самое интересное. За мной, за мной. Эй, стой, Стерик, стой. Что это? Сэндвич с курицей. Ну, само собой. Только погоди, ребята, вы отчетливо это видели. Плюс 5 очков отношений. Что? Какие еще отношения со Сдериком? Чего? Стоп, у меня же не глюканы, да? Его не было в предыдущей серии. А может быть, кстати, шкала отношений появляется с персонажем только тогда, когда мы получаем или наоборот убираем репутацию? Ладно, прикольно, то есть со Сдериком можно, оказывается, дружиться. Запомнили. Пойдем. Вы, то есть
ты готов? Да. Куда мы там в итоге идем-то? Какой-то праздник, посвященный Монту, да? Эх, Лолошка, я ж так понимаю, ты совсем ничего не знаешь про богов, да? Я, прости, наблюдал за тобой тайком и заметил это. Уж не знаю, с какой ты луны там свалился, но я могу много чего тебе рассказать про Монту, например. Да, я работал в храме Хетентепа, но как строитель я все еще поклоняюсь богу труда. Мне, знаешь ли, нравится Монту. В отличие от остальных богов, он хотя бы имеет четкую цель. Представляешь? Он хочет найти способ пробраться на небо, чтобы соединиться со своей Селиасет. Просто представь себе, какой же силы его любовь, если с начала времен он трудится и ищет путь к своей любимой. О, это так трогательно. По легенде, однажды Монту удалось найти способ, как научиться летать. Он изо всех сил ударил своим волшебным молотом по земле и от силы удара вознесся вверх. В результате удара на священном континенте образовалось море. Оно поэтому, кстати, и называется Молотово, а не потому, что по форме напоминает, как многие... Так, о чем это я, в общем... Ну да. В общем, Монту вознесся и... Представляешь, когда он уже почти достиг объятий возлюбленной, на его пути появилась стая уток. Не имея возможности управлять своим полетом, Монту врезался в птиц и подбил одно из них крыло. Он спас милой уточке жизнь. Эта история, Лолошка, учит нас тому, что Монту не готов жертвовать другими ради своего счастья. И мы должны придерживаться той же морали. Монту заботился и выхаживал уточку. Она выздоровела. Но потом решила с ним остаться. Так, бог труда обрел себе друга на земле. Сейчас многие скульпторы и художники изображают Монту с птицей на голове. И, по-моему, это невероятно мило. Да, спасибо большое за историю, Сдерик. Так, и в итоге куда мы пришли? Что мы... Слушайте меня, жители! Слушайте меня, абды! Слушайте меня, уточки и курочки! Сегодня праздник в честь великого бога! Мы возносим свои молитвы богу труда! Сегодня мы работаем в 10 раз усерднее и решительнее! Задумайся ты, житель! Что можешь ты сделать сегодня? Как ты можешь порадовать себя в труде? Я могу сделать уборку, которую столько времени откладывал. Хорошо. И чего же ты ждешь? Ничего. Пойду и уберусь, действительно. Чего это? Вот и правильно. Многие из вас считают, что истина кроется в грубой силе, что только физическая мощь может являться ответом на все вопросы. Нет! Нет. Вот именно! Нет! Мы знаем с вами, что истинная сила кроется в честном и постоянном труде. Да, верно, я тоже так считаю. Эй, а вам не кажется, что вы настраиваете жителей против Роноса? Ни в коем случае! Я ничего не говорил про уважаемого бога войны, но нахожу увлекательным, что вы мои слова связали именно с ним. Мне кажется, параллель, которую вы провели, красочно описывает реальность. Мы живем во времена прогресса, во времена, когда труд определяет человека. Эпоха непрекращающихся войн уходит в небытие. Что поделать, если некоторые боги теряют актуальность? Что за... Ты чё сейчас сказал, а? Вы все слышали это, а? Да, это он! Да, я тоже слышал! Да если бы тут сейчас был жрец Роноса, ты бы рта не посмел раскрыть! Эй, Лолошка, давай-ка лучше отойдем, а? А то, кажется, назревает конфликт. Если вмешается городская стража, тоже можем попасть под раздачу. Пойдем отсюда. Так, ладно. Куда же мы в итоге? Что мы в итоге? Ямато Махач! Не понимаю, почему последнее время служители Роноса и Монту так ссорятся. Так было не всегда, Лолошка, пойми. И я даже не уверен, есть ли богам дело до ссор их служителей. Мне кажется, что последователи Роноса претендуют на какое-то главенство, как будто бы недостаточно культа бога фараона. Знаешь, я пойду поищу себе пару новых инструментов для кухни. Хорошо? Не хочу зацикливаться на плохих мыслях сегодня. Давай просто встретимся через пару часов
здесь же. Да, окей. Ну тогда давай, до встречи. Все. О, драка закончилась, да? Жесть, там Махач был, вы это видали, да? Опа. Неужели та самая красавица? О, ну у нее красавица, только погоди. Эй, красавчик, не проходи мимо. Я вижу, жара тебя утомила. Загляни к нам в шатер. Там прохладно и хорошо. Загляни, отдохни, ну же, ты же хочешь. А, это другая красавица, я понял. А что, я могу типа согласиться? Я могу зайти? О, я могу зайти. О, кто-то пришел. Ёп! Заходи, расслабься. Позволь своим глазам отдохнуть. Кто же? А? Вы. Я... О, бога ради, прошу вас, пожалуйста, не рассказывайте моему мужу. Он с ума сойдет, если узнает об этом. Я сказала ему, что я нашла подработку у богатых господ, которые хорошо платят. Обалдеть, вот это явно не то, чего я ожидал увидеть. Блин. Нинель, а почему ты занимаешься этим? Вилли должен знать, что его жена танцует для других мужчин. А что ты остановилась-то, Нинелька? Продолжай свой танец. Пипец, боже. Я каждый раз с сюжетных этих поворотов, даже микроповоротов, просто офигеваю. Ну давайте как-то грамотно подойдем. Нинель, почему ты этим занимаешься? Я больше не могла каждый вечер смотреть в голодные глаза детей, поймите меня. Вилли пытается продавать рыбу, которую ловит, но нам все равно не хватает. Сын получает образование, это очень дорого. Не только сама учеба, но и принадлежности для нее. Ему хочется не выделяться на фоне остальных, а мы не можем, просто не можем позволить себе это. Простите, пожалуйста, я хочу лучшего для своих детей, но я не знаю, что я могу сделать. Мне так хочется жить, как раньше, когда Вилли был капитаном. Но что он сейчас может сделать без лицензии? Прошу вас, Лолошка, не говорите ему об этом. О, тена. Знаете, мне очень нравится, как через вот эту египетскую призму сценаристы передают настоящее. Ну, то есть вы же понимаете, что такие моменты, такие жизненные ситуации встречаются и в наше время, но это так правдоподобно. Правда, у меня слов нет. Я ничего не скажу, Нинель, если ты бросишь эту работу. Нинель, это твоя жизнь. Ты сама решаешь, чем тебе заниматься. Нинель, я все ему расскажу. Я не могу такое скрывать. Вот они, подключаются вот эти нормы морали, ребята, да, вот что бы вы выбрали? Я хочу на самом деле помочь Вилли получить лицензию, но я понимаю то, что для этого придется пока что помолчать про Нинель, поэтому давайте так, это твоя жизнь, Нинель, ты сама решаешь, чем тебе заниматься, то есть как минимум ей все равно нужно своих детей содержать, поэтому да. О, спасибо большое. Вы... Простите, я могу закончить танец, если вы хотите. Это будет, конечно, крайне неловко, но я готова. Стой, нет, Нинель, не надо. О, что? У меня замочек открытый. Вот, держи, тут немного, но я хочу помочь. Нинель, я ухожу. Не унижайся передо мной, пожалуйста. Позволь, я устроюсь поудобнее. Боже, почему тут такой выбор есть? У меня прям кринжовые мурашки бегут по коже. Я не знаю, как это по-другому назвать. Ладно, вот, держи. Тут немного, но я хочу помочь. Спасибо большое, Лолошка, за все. Пожалуйста. Все? На этом диалог завершился, да? Так, ну-ка покажите мне, какой у меня... Йоу! А с Нинель-то у меня реально уже такие хорошие отношения, посмотрите. То есть мы вот-вот и догоним даже Абди, получается. Да уж, я, короче говоря, все равно немножко в шоках. Давайте на всякий случай осмотрим эту территорию, мало ли тут что-то есть. Так, сундучок какой-нибудь, пасхалочка, что-нибудь, как-нибудь. Нет, вроде бы все. Ладно, Нинель, это ваша жизнь, действительно. Удачи! Мне очень у вас понравилось, красавица, очень понравилось. Ладно. Ой, тут уже все разбрелись, кстати, никого нет. Так, а 2 часа прошли, кстати, я могу уже со Сдериком встретиться или как? Ну, видимо, никого нет, потому что готовится к фестивалю Монту. А где только этот фестиваль? О, Сдерик. Сдерик... Нельзя поговорить, ладно. Я даже не совсем понимаю, где я нахожусь, в какой части города. Я понял, в какой части города я нахожусь. Я понял. Это же то самое место из самой первой серии. Ну-ка.
Да, это тот самый рынок. Вот та самая точка, где я появился в первой серии. Вот здесь я появился. Далее я подошел сюда. Здесь был жрец Кнеф Мтити. И я наконец-то могу спокойно здесь походить. Обалдеть. Так, а на эту статую я могу нажать? Могу прокачаться? Да, работает. То есть я могу делать это прямо у каждой статуи. Прикольно. Давайте улучшение организма прокачаем до 9 уровня. Мне нужен еще один золотой скоробей, чтобы был 10 уровень. И я наконец-то прокачал покоритель барханов. Увеличивает скорость передвижения на 5% за уровень навыка, когда в обеих руках нет предметов. Так, ну ладно, я, наверное, супер-то далеко не должен уходить, потому что как будто это не по сюжету. Попробуем вернуться, но вернувшись, ничего не получаем. Ладно, пойдем проверим еще раз. Дерек там болтает, да? Да, он все еще болтает. Господи, что-то какую-то скидку, наверное, выбивает жесткую. Эй, стой, Да? стой! О, эй, парень, я видел тебя сегодня среди слушателей моей проповеди. Ты как, не попал в переплет? Нет, я отошел, честно говоря. Это хорошо. Знаешь ли, внешность у тебя такая приметная, но я тебя раньше не видел. Кому это ты поклоняешься, а? О, нет, зачем такой выбор сложный? Солгать. То есть я, по сути-то, никому не поклоняюсь, но просто надо сказать, да? Ну, смотрите, он сторонник Монту, поэтому я тоже сторонник Монту. О, вот оно как. Любое поклонение требует посещения храма, парень. Обязательно приходи на проповедь. Да наполнит труд твою душу. Всего доброго. Хорошо. Спасибо. А где этот храм-то хотя бы? Ну хотя нельзя такое спрашивать, нельзя, а то спалимся. Все, может быть, я теперь и с Дериком могу поговорить, нет? С Дерик? Да господи, сколько можно торговаться, а? Чё ты там эти инструменты? Давай я тебе их куплю, у меня целых 52 утена. Эй, Лолошка, ну как оно? Как Чё? тебе праздник? Представляешь, я вот нашел очень хорошие деревянные лопатки для переворачивания мяса. А вообще, нам бы пора уже возвращаться. Пойдем. Прям передо мной появился, ну, зато я в тайминг попал. Скульптор, вот я правда не понимаю. Ну почему ты видишь во мне только богатую девицу, которая выкупила тебя из прихоти? А это не так? Ой, ну скульптор. Ну конечно же это не так. Вон, пусть тебе скажет Лолошка. Да, чего? Я не понимаю, о чем речь, я только пришел. Я не понимаю, о чем речь, я только пришел. Типа я 2 раза могу повторить одно и то же. Скульптор прав, вы выкупили нас из праздного любопытства. Вы нас из-за людей-то не считаете. Ну нет, тут бы я поспорил. А Кетра намного лучше остальных богатых господ. Скульптор, постарайся быть повежливее. Вот. О. Ну, понятно. Эй, ну какие минус 5 очков, ну... То-то же, Лолошка, спасибо. Абди, пойдем, я хочу принять ванну с маслами. Всего доброго, развлекайся. Окей, прям комнату открыли. А вы же не закроете ее, надеюсь? Там статуя какая-то. Вы же не закроете... Не. Ой, прости, Лолошка. Я опробую лопаточки. Вот ведь да. Понятно. Скульптор, ну прости, ну ты чё, ну не обижайся. Поговорить статус отношений. Нейтральные подарки, положительные. Самое главное, мы даже не знаем, какие положительные подарки, чтобы как-то восстановить отношения. То есть оно все падает и падает. А я даже не знаю, ну кремень. Сделать подарок. Ладно, понятно. Так, я так понимаю, это был какой-то нейтральный подарок, да? Нейтральные подарки: железный слиток, кремень, еда всякая разная. Хотя бы не натыкаемся больше на отрицательные подарки, и на том спасибо. Я клянусь, вообще без понятия, что я такого могу ему подарить. Я просто не совсем понимаю, могу ли я вообще ходить по этому дому, и могу ли я вот сейчас выйти. Да, кстати. По идее, если мне разрешают выйти, то все окей, да? Давайте хоть наконец посмотрим, где мы живем. А то ни разу нормально не выходили, ни разу нормально не осматривались. Тут есть целый бассейн. Неплохо. Но я бы, честно говоря, хотел не просто походить. Я бы хотел еще и денег заработать. И наконец-то прокачать репутацию. Потому что, напоминаю, у меня тут снопы сена валяются. А я не хочу, чтобы они просто валялись. Я хочу их использовать. Только погоди-ка. А че это я убегаю-то? Надо сначала вейпоинт поставить. Вот так вот полетиком быстренько. Ой, как же хорошо, что мы его прокачали. Это реально прям быстро.
Так вот, я так понимаю, то, что конкретно сейчас на внутреннем рынке никого нет, поэтому мне, наверное, стоит отсюда выйти и попробовать... Да, посмотреть на этот рынок. Вижу, люди есть. Торговцы остались, торговцы более чем функционируют. Здравствуйте, скажете что-нибудь? Ничего, да? Ну ладно, тогда давайте предложим помощь. Нужна ли вам помощь в чем бы то ни было? Ты кто, пацан? Я думал, мой поставщик наконец-то приехал. Этот пес скрылся с моими утенами неделю назад. Должен был привезти мне 16 железных слитков, представляешь? Я не могу больше ждать. Слушай, раз ты помощь предложил, может быть, ты раздобудешь мне необходимое, а? Да, давай. 16 железных слитков — это более чем шикарно, но я не того выбрал, ребята. Тут придет за ними, говорю тебе. Да не существует твоего Тойфетуна. А, ну этот диалог мы уже слышали, кстати. Вот с этим чуваком мне нужно по-любому торговаться. Что такое? Эй, сочнейшие томаты только у меня. Подходи, покупай. А, ну да. Так, может быть, дашь мне какое-нибудь задание? Могу ли я как-то помочь? Помощь? А мне откуда знать, что ты не очередной прохвост? Ладно. Я сломал свой основной инструмент. Он служил мне верой и правдой столько лет. Если я не смогу ничего продавать, у меня не будет утенов заплатить налоги. Ты поможешь раздобыть мне 4 сковороды? Что, сковородка? Окей, смогу, давай. Поторопись, прошу тебя. Охренеть, мне где-то нужно найти 32 железа. А, стоп, нашел. Это было проще простого. Обновление задания. Ненадежный поставщик. Эй, я принес все. Я надеюсь, что ты просто заберешь нужную часть, а остальное вернешь. Неужели это? Ох, спасибо огромное. Хорош. Очки отношений, деньги дали. Так, а что самое главное, мне дали скоробеев 2 штуковины у меня. Так, погоди, я же могу прямо сейчас, получается, прокачаться. У меня 5 ауритеховых, следовательно, покорителя барханов я по-любому качаю. Но для этого нужна статуя. Блин, а статуя так далеко. Так вот, мне нужны 4 глины, чтобы делать 4 сковородки. Ну ладно, я попробую найти. О, я нашел, ребята, я нашел! 16 кирпичей за 16 утенов. Да, я понимаю то, что это очень дорого, но это реально единственный шанс, чтобы я прямо сейчас сдал этот квест. Ребята, у меня нет дерева, я не знаю, как мне сейчас скрафтить что-то. Верстак, хоть один. Я первый раз не понимаю, как мне нормально выживать, если у меня просто нет дерева. Никто ничего не делал, ребята. Вместо этого дерева здесь всегда стоял верстак. Я точно вам говорю, точно. Итак, у нас появляется 4 сковородки. Как заказывали. Обновление задания, сломанный инструмент. Привет, вот, забирайте. Да ладно, неужели это? О, спасибо огромное, парень. Ох, как это громко. Боже, спасибо, да. Плюс 5 очков отношений с персонажем фермер. А также мне дали очень-очень много скоробеев. У меня 7 лазотеповых, 40 серебряных. Жалко то, что сейчас я тратить их никак не могу. Но что самое главное, сейчас это золото и ауритеховые скоробеи. Было бы клево также найти квест общий, который поднимает репутацию абсолютно всем. Возможно, это у тебя, привет. Нужна ли помощь? Давайте мы все это просто пропустим, прочитаем. Должен привезти мне 128 дубовых бревен. Простите, но я, пожалуй, пас. Да, все у них квесты примерно одинаково начинаются, повторяю, поэтому просто вот так вот пропускаем. Так, 3 шпателя. О, шпатель! Да, я смогу. Да, сейчас, погоди. Я, по-моему, здесь видел, шпатель продается, да? Торговать. Во, купить за 8. Раз, 2, 3. Все. Ради репутации я сейчас, на самом деле, буду туда-сюда мешать эти утены, только ради того, чтобы потом у них появлялись скидки, чтобы они мне сейчас деньги давали, я так понимаю, да? Ну, ты что, не забираешь-то, алло? Я не то принес? А, во. О, неужели это? Ах, спасибо огромное! Держи, это тебе за помощь. Yes! 5 очков отношений с персонажем Пчеловод. Дайте мне, пожалуйста, общие квесты. Предложить помощь. Ну-ка, смотрим. Так, раздобыть мне кирку со старой шахты. Да. Подожди, какую? Я сломал свой основной инструмент, он служил мне верой и правдой. Тебе нужна просто кирка? Серьезно? Так у меня, по-моему, где-то была. Но вообще, на самом деле, можешь мою забрать. Она в целом не прокачанная, поэтому на, забирай. Ну-ка. Эй, чел. Так она так и называется, кирка со старой шахты. Господи, а я тут реально пытаюсь понять, что это за кирка такая. Ни хрена себе квестик. Так я такое не выполню. То есть мне нужно найти какого-то жителя, у него прокачать с помощью самородков. И получается, я этот квест провалю, да?
Черт! Ребята, я завалю квест 100%. Зато мы, кстати, как раз можем узнать, понизится репутация или нет. Что-то мойте ручки. В этот момент я могу предложить помощь, кстати. Могу ли я как-то помочь? А тебе можно доверять важное дело? Да. Вот тогда хорошо, но не подведи меня. Сейчас вот, это очень важное письмо, смотри. Ты должен доставить его продавцу посуды. Возьмешься? Да, вроде легко звучит. Чем быстрее справишься, тем лучше. Получатель с тобой расплатится, не переживай. Хорошо. Письмо. Интересно, что там? Отправитель рыбак. Получатель продавец посуды. Понять бы из вас теперь, кто тут продавец посуды. Садовник. А вот и продавец посуды. Забирайте. Это вам. О, ну наконец-то. Это тебе за старание. Спасибо. Плюс 5 очков отношения. Кстати, мне тут почему-то дали еще 2 задания. Видимо, то ли баг какой-то произошел, то ли что, но я должен убить 8 ястребов. Либо 25 гремучих змей. Что? Мне никто не давал эти задания. Либо я как-то жестко это все пропустил. А гремучих змей, я смотрю, долго искать не пришлось. Здорово. Поболтаем. Замечательно, работа выполнена. Ожидание сдачи персонажу. Так, и на самом деле я не понял, кто мне дал этот квест. То есть они просто так появились, какие-то квестики. Это ты? Ты дал мне этот квест? Подожди, стоп, а как мне сдать квест, который дался мне рандомно? Черт, подожди, я просто так выполнял это задание багнутое. Ты? Нет! Короче, я написал об этом программистам, и они мне сказали, пропиши вот эту вот команду. Я не буду вам ее показывать, потому что мне нельзя ее показывать. Мне нельзя было получать этот квест. Начнем с этого. Он мне выдался максимально рандомный, вы сами это видели. Но мне сказали, что раз уж ты его выполнил, то пропиши вот эту команду и... Ну-ка. Все. Да! Очки отношений! Плюс рыбак. Подожди. Только рыбак? Но это же общее задание. Я, кстати, только сейчас понял то, что, оказывается, я мог не идти через весь этот город и просто телепортироваться по вейпоинту Нара, который поставил еще несколько серий назад. И то же самое я могу, по сути, сделать сейчас с домом Акетры. Вот. Возвращаемся. Всем привет. О, кошечки! Погоди, а интересно, что влияет на их появление? Погладить. То есть, то их не было, то они появились. Может быть, они в какой-то отдельной комнате спят? Пока что все эти механики для меня непонятные, но, тем не менее, узнаем. Тяжелая серия, на самом деле, потому что это именно тот момент, когда ты не осознаешь, а что тебе делать. То есть, вот вроде бы ты где-то ходишь, вот вроде бы это сюжетная локация, а ты даже не осознаешь, в какую сторону тебе бежать. У меня сейчас воспоминания с голосом времени, когда я не понимал, а что там надо делать. И у меня сейчас примерно то же самое здесь. А что тут надо делать? Куда идти? Все такое новое, непонятное, неизведанное. Но, опять же, разберемся, как всегда. Заранее извиняюсь за мой сумбур. Тем не менее, ребята, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ваши подписки — это самая мощнейшая мотивация меня и всей команды. А самое главное, подписавшись, вы не пропустите следующие серии. Спасибо большое. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и рабочая Нинель. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.